Здравствуйте, друзья мои, с вами Шамов Дмитрий. Поделюсь последними новостями. Как вы, думаю, знаете, с 12 по 14 мая будет проводиться фестиваль РАМФ, на котором будут представлены различные азиатские страны и сама Россия. Я отвечаю исключительно за Японию, и вот на днях мы с Мики приехали в Москву, чтобы подготовить для наших гостей достойный приезд и посмотреть заодно, как развиваются другие направления фестиваля. Дел много, поэтому в последнее время видео выходят не так часто, как хотелось бы, но впереди еще много планов. Во-первых, пока мы в Москве, снимем различные блоги именно тут, а также постараемся посетить и другие города. Будут видео как со мной, так и с Мики. Тем более я хотел бы немного сравнить Россию и Японию в различных аспектах, чтобы показать это вам наглядно. Также 21 мая этого года мы проведем встречу с подписчиками в Москве. В недавнем своем видео, а также в группе я спрашивал о том, в какой форме ее лучше провести. И большинство людей проголосовали за то, чтобы была обычная ламповая встреча. Поэтому думаю, что мы с вами посидим за чашечкой чая или кофе, пообщаемся и вы позадаете вопросы, а я расскажу что-нибудь интересное. Каких-то особых конкурсов не будет, но будут подарки и приятная атмосфера. Встреча станет немного взрослее, что ли, поэтому если у вас будет время 21 мая, а это суббота, а также вы сможете приехать на встречу, то буду рад вас всех видеть. Пообщаемся и отдохнем. Ссылка на мероприятие встречи есть в описании под видео. Кстати, летели мы опять Аэрофлотом и еле-еле успели достать билеты. На удивление, почти все места были заняты. Встретил нескольких своих подписчиков, которые летели этим же рейсом. Передаю всем привет, если вы, конечно, смотрите это видео. Было приятно узнать, что мои видео помогли людям сориентироваться в Японии и лучше понять эту страну. В этот раз самолет был слегка другой, даже интерактивная система выглядела иначе. Но все равно она опять сглючила, несколько раз перезагружалась и вообще работала не очень. Мики захотела посмотреть фильм «Пиксели» на японском, но нельзя было выбрать этот язык, хотя в журнале он был указан. Пришлось звать стюардессу и просить включить. Еда в принципе такая же, как и всегда. Меню за 4 года, по-моему, ни разу не поменялось, отличается только десерт. Но по вкусу довольно неплохо. Еда в самолете или в поезде всегда воспринимается немного иначе, хотя может быть это от того, что нет выбора. Полет занял 10 часов, и выйдя на улицу из аэропорта, я был слегка удивлен, что погода не сильно отличается от Токио. Видимо, весна в этом году решила припоздниться по всему миру. Рад был вернуться в Россию и накатило небольшое такое чувство ностальгии. Было сразу понятно, что я дома, когда увидел заниженные машины со шторками на стеклах, видимо вместо тонировки, длинноногих красивых девушек, бабушек с тележками, многокилометровые пробки, множество природы, палатки с шаурмой, разбитые дороги и великолепную архитектуру, особенно в центре города. Каким-то образом прекрасное смешивается с ужасным и воспринимается еще как само собой разумеющееся. Я в этот момент задумался, что, наверное, так и видят Россию иностранцы, которые приезжают к нам в первый раз. С одной стороны, все выглядит красиво и величественно, а с другой, словно забыли прибраться. Интересно наблюдать, как меняется постепенно город. Заметил, что снесли многие палатки и ракушки, появились парковки через каждый метр, а эвакуаторы работают не переставая. Машин все так же много, но количество людей на велосипедах возросло в разы, что не может не радовать. В принципе, об этом можно говорить долго, но надеюсь, что все будет меняться только в лучшую сторону. Как бы там ни было, было приятно вернуться обратно и погулять по улицам. В каждой стране и в каждом городе есть что-то свое, необычное и притягивающее. Буду писать различные заметки и сравнивать Японию с Россией, чтобы не только поделиться с вами, но и понять для себя, что привлекает меня в той или иной стране. Возможно, появятся интересные идеи для развития отношений между нашими странами, что позволит нам лучше понять друг друга. Вообще, все это на самом деле очень интересно, и я буду делиться своими мыслями с вами на канале и в видео. Ждите в ближайшее время новые интересные ролики, а также, если есть какие-нибудь идеи, то предлагайте в комментариях. Ну что ж, друзья, спасибо за просмотр и не забывайте подписываться на канал, оставлять комментарии, ну и конечно же ставить лайки.
загляните в мероприятие встречи с подписчиками 21 мая. До встречи в следующих видео, друзья. До свидания.